Как ты себя сейчас чувствуешь? Я себя сейчас чувствую... Я себя чувствую, наверное, впервые в жизни замотивированным что-то реально делать. Но не знаю, до этого я 30 лет жил, в общем-то, ни о чем не думал. Ну, чисто на чиле, особенно вообще никаких проблем, по сути. Несмотря на отсутствие достижений, денег, жизнь моя была просто чил. Ну и теперь, так как у меня есть ощущение, что у меня отняли будущее в моей, в общем-то, небольшой, не сильно значительной жизни, у меня есть желание просто доделать все, что я могу до лета. А потом, а потом просто, сделать что-нибудь для переезда, потому что я... блядь, как можно просто... как просто можно дальше среди этих людей существовать? С ними же невозможно разговаривать. Отрезвление у моих родственников, которые смотрят телевизор, оно ровно до следующего включения телевизора. Я пытался много раз достучаться до деда, но это бесполезно. Или до других людей разных возрастов. Маратов говорил, что разные европейские медиа заказывали крутое исследование. Исследование постправды, и результаты таковы, что человеку никакие доказательства не способны его точку зрения исправить. Я прям вижу среди этих родственников, что отсутствие критического мышления, образование такая замечательная почва для рассвета всяких безумных теорий заговора. Кто-то верит в еврейский заговор, кто-то, блядь, верит в инопланетян. Но это пиздец. Как это, блядь? Я в пермоментном ахуе нахожусь от происходящего. Это просто какой-то невероятный сценарий. Невероятно плохой сценарий, очень неталантливый, непродуманный, бездарная постановка. Так не бывает. Люди себя так не ведут, казалось мне, но оказывается ведут. Вообще зомбаки. Я еще испытал экзистенциальный страх смерти в ядерном апокалипсисе. Но мне кажется, что это было еще на фоне микродозинга. Я, по-моему, не совсем отдавал отчет тому, как я воспринимаю эту реальность в целом. Но не знаю, с детства на ночь включал себе «Эхо Москвы». В общем-то, я пропитывался западноамериканской пропагандой с детства. Полностью отравился ею, поэтому... Поэтому все годы я ненавидел путинский режим. Но не мог проартикулировать. Почему, в общем-то, я сознательно не ездил в Крым 2014 года. И когда мне предлагали, давай на Тавриду подадим какой-нибудь проект, но я отказывался, потому что, блядь, а как? Как? Это же вообще... Но за этим интересно наблюдать на самом деле с режиссерской точки зрения. Какие формы вот фашизм принимает. Как свастика превратилась в мем, как современный Геббельс на стримах просто срет людям в головы. Но это же потрясающе, что они там используют тиктоки патриотические, вот эти вот все. Реально, Рудольфович стримы ведет со свастикой на ноутбуке. Это же невероятно, невероятно, блядь. Просто, муа. Это ж надо было придумать еще, но я имею в виду, что это прямо вот 1984 в реальности. Никто не мог придумать, что она вот такие вот формы примет. Это целый, это целый прям должен быть отдел дизайнеров и концептуалистов, которые должны были концепт-бук такой создать, чтобы вот буковка Z, вот есть еще такие вариации, что можно в виде наклеечек, а можно в виде георгиевских ленточек. Ну молодцы, молодцы, что тут скажешь? С чудовищной точки зрения вообще прям молодцы. Не хватает, конечно, красивой черной формы. Вот тут да. Могли бы своих эсовцев, своих гвардейцев как-нибудь покраше одеть. Но это ж его СС, по сути, Росгвардия. Она же будет его от бунта защищать в конце. Вот эти потрясающие автомобили с микроволновыми пушками. Люди так смеялись, когда их на закупках там обнаруживали. Такое эффективное оружие, знаешь, для разгона. У тебя ощущение, что у тебя кожа начинает гореть, и если не убежишь в сторону, то это ощущение не прекратится. Это просто жидкость начинает с поверхности быстро испаряться, вот. Вот такое вот охуенное разгоночное спецсредство будущего к вашим услугам. Да меня все это пугает вообще. Я сейчас понял, что я не хочу заниматься вообще больше театром. Я хочу заниматься искусственным интеллектом, цифровыми всякими технологиями, VR. Но прям хочется в будущее залететь и вот в этом непаханном поле заниматься творчеством. Использовать все новые технологии, но очевидно, что мир входит в новую эпоху, где очень сильны фашистские тенденции. Вообще во всем в мире. В Индии какой-то действительно авторитарный режим. Орбан в Венгрии. В Польше там запрещают работы, вводят законы о гей-пропаганде. Трамп, очевидно фашистующий. Эрдоган с его желанием восстановить новую Османскую империю.
китайцы с их понятными приколами. Но очевидно, что нейросети и искусственный интеллект в будущем будут осматривать тонны материалов, чтобы отслеживать людей по лицам. Но это будет в автоматическом режиме происходить. Но это же прям вообще ужасно пугающе. Что меня как авторитарного... Ну что, меня как авторитарного лидера удержит от того, чтобы использовать интеллектуальную систему, если же не распознавание? Ну ничто же, блядь. Ну что от меня от этого остановит? Ваше осуждение? Ой-ой-ой, мне так плохо, он написал резолюцию, как я теперь буду жить? Вообще это все абсолютно нерадостно. Но я, знаешь, что же, как будто ото сна проснулся. Я все эти годы тоже почему-то был уверен, что в конце концов Владимир Владимирович соберет свои пожитки в свой прицеп «Скиф», сядет в свою Ниву, которая у него задекларирована, посмотрит напоследок на Кремль и на своей Ниве, покачиваясь, выйдет в закат. Ну нихуя, ведь этого не произойдет. Это ведь невозможно. Я себя чувствую тупым. Просто невероятно, очень тупым. Вообще. Вот 24 февраля я испытал чувство, что я просто конченый дебил. Вообще. Ну, можно было думать, что его кто-то остановит. Ужасно, ужасно. Но эта пропаганда, она ведь эффективная. Одно время я ее смотрел, мне было интересно ее просто изучать. Какую они используют риторику, как они искажают факты, какие они используют инструменты. Это очень эффективная, сука, пропаганда, которая действует на разные группы населения по-разному. И на какой-то момент, даже несмотря на то, что видно, что самолет сбили российским буком М-17, почему-то я в какой-то момент словил себя на себе это когнитивное искажение, что несмотря на все факты, ты до конца не осознаешь, что вообще-то мы ведем войну с Украиной с 2014 года. Действительно, все эти 8 лет почему-то у меня не возникало в голове из-за того, что это гибридная война, очень простое сообщение, что Россия воюет с Украиной с 2014 года. Не с 22-го, блядь, а с 14-го. Ну вот, не знаю, планы же были какие-то на жизнь. Ну, типа, реально у меня было представление о ближайших там полгода точно в плане работы. Я вообще ни о чем не мог думать. Ну, у меня как бы работа с дедлайнами, где я должен что-то придумать, но я вообще не мог думать. У меня ничего не рождалось, потому что я не мог думать ни о чем, кроме войны. И все идеи, которые мне возникают, они касаются только каких-то антивоенных акций. Ну, потому что это просто психика не может, видимо, больше ничего воспринимать. Но этот замечательный институт репрессий в отношении родственников, тем более, просто прекрасно. Но при том, что я знаю, что в театре у нас есть стукачи, люди вообще просто ебанутые. Были реальные кейсы, когда на кого-то доносили. Да, конечно, даже уволили за то, что его сын служит в ВСУ. Типа вот вырастил бандеровца. Он при этом, когда жил в Уфе, он был исламским радикалом. Ну, короче, такой увлекающийся молодой человек. Ребята говорят, что около театра какой-то упоротый еблан стоял с портретом. Что вот такой-то певец, предатель Родины, вырастил бандеровца. Блять, что? Я вижу в Москве, и в Уфе, что вот этих людей с буквами Z, это вообще единицы. Их так мало, просто пиздос. Они такие яркие с этими своими флагами и буквами Z, но их мало. Прям вообще мало. Это же... Это же народное творчество упоротых и долбоебов, прям которые гордятся. Они гордятся, блять, это слово гордость. Фашисты так любят это все. Гордость нации, триумф воли. Вот говорящих пиздец, ведь как мало. Но все равно показатель, что на них делают ставку. Ты сказал, что у тебя были мысли только про антивоенные проекты. Ты что-то делал из таких? Нет, ты знаешь, я решил довести свою премьеру до конца 30 апреля, потому что я делаю ее в бюджетной организации, а они не совсем поймут, скажем так. Но я делаю аудиопрогулку, и я ее как бы делал не для Путина, блядь, и не на деньги Путина. Я это делал для города. Я должен довести это до конца вообще. Блядь, я столько, можно сказать, надрывал свой анус, что будет просто обидно. Но у меня есть идеи перформансов, но после которых очевидно, что меня отправят на экспертизу в дурку,
Потому что там присутствует момент причинения страданий током, ну, мне. И, ну, будут все эти допросы мусоров, но я понял, что, наверное, впервые в жизни я не хочу бояться, потому что мне противно бояться, потому что я прав, потому что я не говно, в общем. Мне, как мне кажется, потому что я не могу так, блядь, когда все вокруг руки вскидывают, словно, ну, как, блядь, как можно вообще притворяться там? Делают вид, что этого нет. Я не знаю, на каких концертах участвовать, как бюджетник. Ну, типа, алло, ну очнись, чувак. Как? Как можно быть настолько вообще безразличным? Люди спрашивают там меня, а почему другие войны так тебя не беспокоили? Ну, люди же умирают каждый день, как бы. Каждый день умирают сотни, тысячи людей. Почему тебя это не волнует? Почему вот именно здесь тебя начало это волновать? Блять, вообще. Ну, конечно, мне до пизды Афганистан. Чё притворяться? Ну, правда. Ну и, в общем, Иран, в общем. Мне тоже как... Хотя меня интересует их культура. Когда это происходит вот прям под боком, с нацией, которая с тобой одного культурного пространства, исторического, у которой очень много общего с тобой. Когда это делается с братским народом, блядь, и с такой жестокостью безмерной. Но это ужасно. Эти идиоты не понимают, когда Путин запускает ракеты Сармат. Это ракеты, которые из Архангельска долетают до Чукотки. Это эти послания, что это как бы... Ребят, эта ракета может долететь еще из Чукотки до Нью-Йорка, если что. Блять, ебаный чекист. Это все такое ужасное, и это смешно, что ему, вероятно, просто в конечном итоге, как человеку, в ежедневной бытовой среде скучно жить в обычной жизни. Не хватает сильных эмоций. Ну, считается ведь, что определенная часть людей, которые разведчики, кроме того, что они пытаются компенсировать свои какие-то комплексы, и как Володька свой невысокий рост или что-то там еще. Не знаю, может быть, у них дофамин в голове плохо вырабатывается. Но они ведь каждую минуту осознают, что могут оказаться по другую сторону двери. И вот я вижу, как эта вот ебучая паранойя его кабинетов начинает пронизывать обычных людей. Не знаю, я вот общался со своей подругой, и она мне казалась рациональной. Но началось все с того, что она стала верующей, хотя до этого была такая, типа, воинственной атеисткой. И она сказала, что вот у меня просто появилось ощущение, что Бог существует в моей жизни. Ну, окей, ладно. А потом оказалось, что она поддерживает эту операцию. Блять, я сказал операцию. Пиздец, какой ужас. Блять, ну, короче, я пообщался с ней, и оказалось, что у нее просто тупо критическое мышление не работает. Ну, то есть, я такой тупой, я думал, в конечном итоге, ну, как в пьесе, у человека должна быть какая-то мотивация продуманная, там, какая-то позиция, все, задача. А нихуя, блядь, они в это верят. И человек тебе не может отвечать на элементарные вопросы. Зачем ты это делаешь? Зачем это надо делать? Ну реально, ты спрашиваешь, зачем надо воевать? Тебе говорят, ну ты понимаешь, 100 лет назад был Владимир Ленин. Ты говоришь, господи, блядь, о чем ты? Это что? Что это за довод? Это же бред. Вообще. Ну вот, и короче, она в конечном итоге написала мне сообщение. И там была приписка. Прочитай сообщение, я удаляю нашу переписку. Думаю, зачем она пишет мне? Просто знаю, Эхо Москвы, они продажные. И удаляет нашу переписку. Я думаю, блядь, что это за паранойя? Что это за безумие, блядь? Если ты поддерживаешь эту хуйню, почему же ты боишься, что на воронке приедут? Ты же наоборот должна радоваться. Работайте, братья, вот это вот вся хуйня. Это пиздец. Это пиздец. 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 Все хуже и хуже. Я разочарован вообще в этих людях абсолютно.